Так, ну что, погнали. Это мой первый обзор. Меня зовут Мари или Мариколд. Называйте, как вам нравится. В свободное время у меня очень много хобби. И самые такие, скажем, более мощные из них — это вокал и, конечно, просмотр всяческих сериалов. Сегодня буду обозревать сериал научно-фантастический под названием «Видоизмененный углерод». Значит, пожалуй, самой краткой фразой, которой можно было бы описать сериал, это «нужно больше Ковачей». Но это для тех, кто уже посмотрел, тот поймет меня. А для тех, кто не смотрел, давайте начнем с предыстории, поскольку обзор у меня первый, буду немножко подглядывать в текст. Значит, предыстория: на дворе 27 век, то есть это примерно 2600-е годы. Главный герой у нас бывший спецназовец, повстанец и посланник, об этом чуть позже расскажу, Такеши Ковач. Значит, что с ним происходит? Перед тем, как об этом рассказать, опишу вкратце, в каком мире мы находимся, почему как бы настолько далеко, как развились технологии. Значит, мы находимся в мире, где изобрели стеки, то есть это такие носители, которые вживлены в человеческие тела, и сознание сохраняется на них. То есть смерть в этом случае будет не смерть телесная, а именно когда что-то случается с твоим стеком. А тела называются у них оболочками. И те, кто могут себе позволить финансово, те могут поменять себе оболочку, выбрать улучшенную для себя, для семьи и так далее. И есть каста людей, которые называются мафы. Мафы — это миллиардеры, которые уже живут не один век, и у них есть возможность не только свое сознание хранить на стеке, но и копировать еще его на внешний стек. То есть какое-то время проводится резервное копирование. И, естественно, помимо того, что даже их стек, если уничтожат, они смогут восстановиться на другом стеке, то есть обычным людям это не подвластно, они также, поскольку богатые, могут нанимать людей, которые уже умерли ранее, разбудив их сознание. И получилось немножко в рифму. И главный герой как раз наш спецназовец, тот, кого разбудили. Его будет миллиардер Бэнкрофт, который хочет выяснить причину своей смерти. Вот, то есть его не просто убили, но и уничтожили его стек. Но он перед этим успел сохраниться, но несколько дней своей жизни, как раз когда его убили, он не помнит. И, соответственно, он нанимает этого бойца, чтобы разобраться, кто его убил, потому что это Такеши Ковач, наш главный герой, он один из, можно сказать, самых сильных в мире людей, потому что он очень, во-первых, преуспевший в службе, и, во-вторых, пошедший против системы. Существует армия киллистов, которые против стеков, которые против протектората, это мировое правительство. Они хотят вернуть людям обычную жизнь, когда смерть — это смерть физическая, телесная. Вот, то есть, и ребята эти непростые, они научены сопротивляться не только физически, внешне, но и они научены сопротивляться в сознании. То есть, что делают службы? Они могут проводить симуляции, то есть какие-то происходит дознания и прочее в симуляции, то есть в этом виртуальном месте. И, соответственно, посланники, вот эти ребята, иначе еще киллисты,
по имени предводительницы Кел Крист Фалконер. Они научены жестко сопротивляться, даже находясь внутри симуляции. Поэтому ну, этот миллиардер берет Такеши на службу, не думая, в общем-то, о последствиях. Соответственно, что еще? Про оболочки я вам рассказала, про стеки тоже, про мафов, про келистов. В общем, по ходу произведения мы узнаем, откуда это все берется, как же все-таки Бэнкрофт умер. У главного героя у нас есть сестра, есть девушка, мы узнаем, что с ними происходит, что было, что стало. Мы по ходу узнаем, что это за технология стеков, как к ней пришли, что такое поющие деревья, что вообще происходит у этих миллиардеров и как живут более бедные слои населения. Также узнаем про всевозможные технологии, искусственный интеллект. То есть какие-то модификации, то есть такой прям киберпанк, который очень, красиво подан. Начинала смотреть не сразу. Первая попытка не увенчалась у меня успехом. На первой попытке мне показалось все немножко сумбурно. Но вот в этом году я уже больше прониклась, наверное, этой атмосферой и быстро влетела в сюжет. Действительно много экшена есть, но очень хорошо, красиво подано. Больше всего из персонажей мне понравился искусственный интеллект Отель, который называл себя По, как писатель Эдгар Аллан По. И его очень красиво изобразили в плане стиля, в плане общения, то есть очень изысканно. И в плане мыслей тоже очень интересно персонаж прописан, что прям очень проникаешься к нему, и, наверное, это единственный персонаж, за которого я переживала. Может быть, тут еще сказалась моя гостиничная деятельность. Все-таки персонаж отель и работа в гостинице немножко перекликается, и такие герои, конечно, мне частенько западают в душу, но тем не менее это очень хорошо прописанный герой и очень хорошо сыгравший его актер. Остальные ребята тоже хороши. Кто смотрел «Сотню», увидит здесь пару знакомых лиц среди каста. Вот. А по эффектам все очень тоже интересно сделано. Вот, то есть вникаешь, и здорово показано и внешне, и вот эти симуляции. Самого мира там не так много, но это не так часто и требуется для описания вот этого повествования. Вот. А по поводу самих технологий, я думаю, да, я бы хотела иметь возможность прожить больше, то есть вот сам вариант вот этот переноса сознания, но опять же есть минусы, тут уже конечно, хочется быть в родном теле, а с другой стороны, ты можешь выбрать любое или вообще сконструировать так, как нравится. Здесь тоже какой-то момент двоякий, но то, что за ним, возможно, будет охота, такое... Ну и в принципе мир, он довольно опасный с этими технологиями, бегущими просто вперед человечества. Но и есть не только момент, именно который разработали люди, есть момент какой-то еще сторонней жизни. Вот, ведь все это происходит с открытием также других планет, то есть, но люди перемещаются именно сознанием, то есть им не нужно никуда летать, они уже, я так поняла, что все освоили и
чтобы не городить каких-то длинных маршрутов, а они просто взяли и решили, так сказать, транспортироваться именно сознанием. Вот, и оболочка, опять же, уже может быть искусственной на другой планете, как я поняла. Либо это какие-то транспортеры. В общем, там все с путешествиями очень быстро. А злодеи, конечно, злодейские, у которых свое какое-то видение, которое обычным героям просто не сломать, не переубедить, не попробовать договориться. В общем, злодейские злодеи. В целом, я, ну, довольно впечатлена. Не знаю, что еще вам сказать. Сейчас посмотрю, что у меня здесь есть. Эффекты на уровне, да. По поводу искусственного интеллекта, да, все-таки ни в одном другом фильме или сериале, я думаю, его бы так никто не описал, так что очень приглядитесь к этому персонажу. Значит, ну, другие герои тоже какие-то поступки такие совершают, довольно яркие, но он как-то более прям такой душевный. И, конечно же, законом запрещено находиться сразу двум сознаниям одновременно. Но кого бы это волновало, всегда найдутся те, кто обойдут закон. По еще каким моментам посланник я рассказала вам. Да и, в общем-то, все, наверное. Поэтому советую к просмотру, мои маленькие любители киберпанка.